Привет, друзья! Практически каждый из нас с нетерпением ждет Нового года, хотя в остальном мире почти везде празднуют и ждут Рождество. Возникает вопрос, почему мы празднуем Новый год, а в других странах Рождество? Все дело с неразберихой в календарях, по которым мы живем. Оказывается, что Россия до 1917 года жила по юлианскому календарю, тогда как практически весь мир жил по григорианскому. Время шло, общество развивалось, торговля огромными темпами шла вверх. И поэтому становилось все сложнее торговать со всем миром из-за разности в датах. В конечном итоге это привело к тому, что России все же пришлось перейти на календарь, которым пользовался весь мир. Однако путаницы от этого стало не меньше, ведь церковь продолжала жить по старым традициям. Если во всем мире Рождество наступает 25 декабря, то православные духовные представители, отказавшись принимать реформу, тоже отмечают этот праздник. Но по юлианскому стилю он выпадает на 7 января. Все это не мешало гражданам СССР отмечать новогодние праздники с размахом, но все изменилось, когда к власти пришел Сталин. И практически все зимние праздники запретили. Дошло до того, что создали даже специальный комитет, который строго контролировал, не удумал ли кто в своем доме нарядить елочку. Подобные действия со стороны государства объяснялись атеистической пропагандой. Но эти времена остались позади. С 1935 года радость зимних торжеств снова украсила жизни советских граждан. После возвращения праздников главным стали считать как раз Новый год, классический советский праздник, который никак не связывали с религиозными предпочтениями. Уже в 40-х годах этот день стал выходным, но до установления традиционного празднования в СССР было еще далеко. Советский канон торжества сформировался только с первого обращения Брежнева к гражданам, а уже далее к праздничной ночи присоединились голубой огонек и оливье с мандаринами. Кстати, в последующие годы, во время зимних праздников, все стали смотреть культовые новогодние фильмы советского производства. Пожалуй, самым известным из них по сей день остается «Ирония судьбы». Вот такие вот дела, друзья. А на этом все. Пока.